Сегодня приготовим обалденное вкусное блюдо с кабачками. Оно будет таким вкусным, что даже блюда с мясом покажутся вам выходными. Всем привет! Ну и для начала нам нужно будет подготовить все продукты. Берем одну большую луковицу и стараемся нарезать ее на кубики. Одну большую морковку нужно натереть на мелкой терке. Шампиньоны нарезаем на кубики средних размеров для обжарки. Один кабачок, примерно 400 грамм, тоже нужно будет нарезать на кубики. Вначале нарезаем на кольца, чтобы было легче, а затем на кубики. Полностью подробный рецепт, сколько каких продуктов, читайте в описании под видео. Далее, друзья, нам нужно взять сковородку, установить на огонь, добавить небольшое количество подсолнечного масла и отправляем лук для обжарки. Лук нужно будет обжаривать примерно 3-4 минуты. Далее в сковородку к луку нужно будет добавить полностью всю натертую морковку. Морковку хорошо перемешиваем с луком. Добавляем сюда еще немного подсолнечного масла, так как морковка его хорошо впитает. И протушиваем таким образом еще примерно 3 минуты. Затем в сковородку отправляем полностью все нарезанные шампиньоны. Все очень хорошо перемешиваем и тушим на огне чуть ниже среднего до тех пор, пока шампиньоны не ужарятся примерно в 2 раза. Чтобы шампиньоны протушились намного быстрее, сковородку нужно будет накрыть крышкой. Ну и вот посмотрите, примерно где-то через 3 минуты шампиньоны уже ужарились в 2 раза. Мы их еще раз хорошо перемешиваем, и в это время в сковородку нужно будет добавить полностью все нарезанные кубиками кабачки. После того, как вы все хорошо перемешаете, накрываем сковородку крышкой, и в таком вот положении на огне чуть ниже среднего нужно будет все потушить примерно 10 минут. Чтобы ничего вам не пригорело, нужно время от времени поднимать крышку и еще раз немного все перемешивать. Через 10 минут поднимаем крышку, перемешиваем и протушиваем еще все примерно 5 минут. Это лишь для того, чтобы хорошо удалилась лишняя влага. Конечно, друзья, нужно не забывать, что во время готовки вот это все блюдо нужно будет немножко солить и перчить. Соль и перец, как всегда, добавляйте по своему вкусу. После того, как все протушилось, выключаем сковородку, убираем в сторонку и дадим нашему блюду полностью остыть. Кто-то скажет, что уже можно подавать как отдельное блюдо, и я с вами спорить не буду, но мы сегодня делаем намного вкуснее. Пока будут остывать кабачки, мы подготовим остальные продукты. Небольшой пучок зелени нужно будет хорошо измельчить. Один плавленый сырок нарезаем на крупные кубики. 4-5 зубчиков чеснока разрезаем пополам. Но еще нам понадобится одно отваренное куриное яйцо вкрутую. Его мы тоже позже разрежем пополам. В чашу блендера отправляем сразу же ровно половину уже хорошо остывших кабачков. Затем берем одно отваренное куриное яйцо, разрезаем пополам и также отправляем его в чашу блендера. Все остальные продукты, сырки, чеснок и нарезанный мелко укроп распределяем равномерно полностью по всей чаше блендера. А затем отправляем полностью все остатки кабачков со сковородки в чашу блендера. Далее чашу накрываем крышкой и очень хорошо все перемалываем до однородного состояния. Эта процедура у меня заняла примерно 3 минуты. После того, как вы все перемололи, открываем чашу, пробуем, и как в моем случае, нужно будет добавить немножко соли и черного молотого перцу. Как всегда, добавляйте его по своему вкусу. Еще раз накрываем все крышкой, перемалываем, лишь для того, чтобы хорошо все перемешалось. И очень вкусные, необычные кабачки будем готовить. Для хранения мы обычно такие кабачки перекладываем в банку, накрываем крышкой и в холодильнике храним 3-4 дня. Но я вас уверяю, если вы сделаете это блюдо впервые, больше дня оно у вас не задержится. Очень сильно напоминает мясной паштет, но мы сюда не добавляли ни грамма мяса. Подавать лучше всего такие кабачки в виде намазки на ломтики батона, багета или же на обжаренные греночки. Ай-яй-яй, как вкусно получается. Ну а на этом на сегодня все. Если вам понравился такой ролик, обязательно поставьте лайк, поделитесь им с друзьями, я уверен, им тоже понравится. Также рекомендую вам посмотреть еще один ролик с приготовлением кабачков. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока!